Всем большой предновогодний привет! Вы на канале Наргизкина кухня. Сегодня мы с вами не готовим, заряжаемся новогодним настроением. Я думаю, что все хозяйки уже определились, что будут готовить на Новый год, что будет у них на столе, какие закуски, какие салаты, что на горячее. Уже купили все продукты, остались только мелочи, правда же? Поэтому мы поехали в центральный детский магазин и берем вас с собой. Посмотрите, как красиво его украсили. Вот в витрине магазина сюжет из красной шапочки. Просто завораживающее зрелище. Стоишь и любуешься на эту декорацию. А все здание украшено золотыми ключиками, все вокруг сверкает. Перед зданием стоят фонарики светящиеся. Я вот так чуть-чуть покручусь, покажу вам, что вокруг. Вот как в шатре елочки 2026. И вот дальше, 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 дальше. На той стороне у нас тоже торговый центр какой-то, елочки. Сейчас перейдем на ту сторону, я вам немного и там поснимаю. А потом пойдем в магазин. Все красиво, только снега немножко не хватает. Посмотрите, какие елочки. А теперь представьте, когда они в снегу. И еще учтите, что камера не передает всей красоты. Поэтому, если у вас есть возможность, выйдите в центр Москвы или в города, где вы живете. Я думаю, что везде все украшено и везде красиво. Просто понятно, что Москва – это столица. Все силы брошены на ее украшения, на ее красоту. Ну, также и в Санкт-Петербурге. Раньше магазин назывался «Детский мир», а теперь это «Центральный детский магазин». Мы перешли дорогу, оказались на улице Никольской, тут тоже все украшено, арки, елочки, красивые фонарики. Погуляли немножко, вот поснимала для вас, посмотрите, тут тоже все очень хорошо. Обратите внимание, даже тротуар весь блестит прям, очень чисто и аккуратно. В общем, вот так выглядит на улице. Все примерно одинаковые декорации стоят по улицам между домов. Ну вот, думаю, достаточно. Пойдемте теперь внутрь. А внутри уже праздник идет полным ходом. На сцене выступают разные группы детские. Дети поют, танцуют вокруг. Счастье неимоверное для детей. Что им еще надо? Конечно, они чувствуют праздник значительно больше, чем взрослые. И вообще взрослые, наверное, уже меньше. Часто в последнее время слышу, что праздник не чувствуется. Да и сама тоже говорю, праздник не чувствуется, совсем не ощущается. И, наверное, это все-таки потому, что раньше, когда мы дети, для нас праздник устраивают, мы ни о чем не заботимся, не переживаем, не думаем, только как бы нам повеселиться, развлечься. А когда ты взрослый человек, ты думаешь, как развлечь своих детей, как сделать им праздник, как устроить так, чтобы все было красиво, все были довольны, все были счастливы. И у тебя уже получается не праздник, а только вот голова забита этими заботами. И, честно говоря, ситуация не только в стране, но и в мире тоже не дает покоя, не дает хорошо повеселиться и думать позитивно. Но будем бороться с негативными мыслями и настраиваться на волну позитива, на праздничное настроение. Посмотрите вокруг. Просто неимоверная красота. Вот эти две фигуры на ходулях. Мало того, что они на них ходят, не знаю, по сколько часов они работают, когда они сменяются, но помимо того, что они ходят на этих ходулях, они еще и умудряются на них что-то вытанцовывать. Все, конечно, подходят, с ними фотографируются, и мы не исключение, тоже сделали это. Мы поднялись на второй этаж, тут магазин «Гарри Поттер». Можно приобрести здесь всю продукцию, связанную с этим фильмом, с этой книгой, вся атрибутика тут. Хочу вам поснимать, показать, какие здесь цены. Кого-то, наверное, я ими ошарашу, поэтому говорю, если есть возможность, можно и приобрести тут что-то. Ну, при мне, например, мужчина купил своим двум дочкам какие-то кофты, наверное, в подарок на Новый год. Ну, я вам сразу сказала, что мы приехали сюда за новогодним настроением. Лубянка – это не наше место шопинга, а вот гулять здесь очень приятно. И, кстати, народу уже очень много, наверное, уже и приезжих туристов тоже много гуляет по магазину, потому что прям в некоторых местах толпы людей, где-то даже не протолкнуться.
Если вы мечтали о метле из Гарри Поттера, пожалуйста, всего лишь 130 тысяч, и она ваша. Судя по цене, она действительно волшебная. Ушли от Гарри Поттера, пришли к Барби, к Лего, чего тут только нет. Хочется здесь прям поселиться. Мне кажется, если тут провести день, с утра до ночи, не хватит времени все равно рассмотреть всю эту красоту, все эти игрушки. Все, что здесь есть, за день не рассмотришь, это точно. И если бы я ходила и снимала вам всю красоту, которую видела, каждую деталь, каждую игрушку красивую, ну, в общем, все, что я видела, если бы я сняла вам, вы бы, наверное, устали смотреть, я бы устала снимать, и еще это видео получилось бы на несколько дней. В центральном детском магазине под Новый год всегда очень большой выбор елочных игрушек, и в основном они сделаны на основании сказок, и это сказочные персонажи, которые всем известны с детства. Невозможно оторвать взгляд от этой красоты. Тут и кот в сапогах, и щелкунчик, и красная шапочка, и кого только нет. А вот эта кукла поразила меня не столько своим видом, это из известного фильма, как своей ценой. Посмотрите на ценник. Только не падайте в обморок. Обожаю этот островок с елочными игрушками. Тут самые красивые игрушки. Посмотрите, здесь и Мальвина, и Буратино, и Карлсон, и Чебурашка. Все персонажи советских мультиков, нами любимые и хорошо известные, такие красивые, яркие, сказочные, красочные. Конечно, ни в какое сравнение с современными мультяшными героями не идут. Просто прелесть. Но стоят эти игрушки, на мой взгляд, очень дорого. Каждая игрушка вот из этих мультяшных персонажей, каждая стоит 7 тысяч. Ой, кстати, клоун, как у нас. 7 тысяч одна игрушка, которая в любой момент может разбиться. Это стекло, это все-таки хрупкая вещь. За 7 тысяч можно купить ребенку что-то хорошее из одежды, еще что-то. Да, понятно, что это Новый год, праздник, но извините, я за 7 тысяч елочную игрушку никогда не куплю. Несколько лет назад мы с детьми покупали здесь себе, каждый выбрал по игрушке, и они стоили по 1500. Буквально вот за несколько лет, смотрите, какая разница в цене стала. Но, видимо, спрос есть, раз цены такие. Если бы никто не покупал, наверное, их бы не продавали. Очень тяжело оторваться от этих персонажей, любимых нами с детства, и при этом они такие яркие, прям, я не знаю, прям как будто вышли из этих мультиков и повисли вот на этой елочке. С этими игрушками никакие другие уже в сравнении не идут, и не хочется их смотреть. Тут продаются и матрешки, конечно же, и шапки-ушанки, и ложки деревянные, все, что душе угодно. Но это уже, наверное, товар, рассчитанный больше на туристов и больше на иностранных туристов. Тут есть игрушки, напечатанные на 3D принтере. Посмотрите, вот тут как образец он что-то печатает. И вот продаются все эти игрушки напечатанные, тоже очень интересные, неоновых цветов в основном. Да, все, что вы тут видите, печатаем. Еще обязательно вот снимите, у нас там дракон стрик такой великолепный сверху. А где курьи ножки? О, там печка горит. Там я. С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю всех детей, поздравляю всех гостей. Был у вас я год назад, на балах вновь всех видеть рад. Подросли, большими стали, а меня-то вы узнали? А и кто ж я? С Новым годом! С новым счастьем! Поздравляем вас, друзья! И Снегурочка, и я! И хоть я совсем седой, но почти как молодой, вместе с вами, как сейчас, я готов пуститься в пляс.
Ну что ж, друзья, надеюсь, сегодня я смогла вернуть вас немного в детство, поднять вам настроение, если у кого-то его не было, и вообще почувствовать Новый год. А я на сегодня с вами прощаюсь, желаю вам всего самого наилучшего, поздравляю всех с наступающим Новым годом, главное всем нам мирного неба над головой, мир во всем мире, желаю вам всего наилучшего, будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока!